Всем привет, меня зовут Сергей, я из Сайбери, и сегодня мы продолжаем рассказывать о компании Сайбери словами ее топов. Сегодня мы говорим с CTO компании Павлом Васильевым. В разговоре с Пашей мы узнаем, что самое сложное в работе CTO, чем компания Сайбери отличается от других компаний с точки зрения среднестатистического инженера, и что нужно делать для того, чтобы стать директором по технологиям. Привет, Паша. Мы продолжаем рассказывать о нашей компании словами тех людей, которые могут о компании рассказать наиболее полно, ее руководителей. Сегодня поговорим с тобой немножко о тебе, о нашей индустрии и, конечно же, о нашей компании. Привет, отлично, давай. Когда я тебе предложил организовать это интервью, предложил поговорить, ты мне сказал, да, хорошо, только чтобы не было культа личности, а больше про компанию. И я понял, что это вещи, которые наверняка переплетаются, и мне стало интересно, какие твои персональные качества, которые присущи тебе как человеку, на твой взгляд, проросли в компании, в ее культуре, в подходах к работе. Вот что у вас общего между тобой и компанией? Есть в психологии личности есть целый набор параметров, которым можно характеризовать человека. Естественно, это все модели, в полной мере они никогда не описывают людей. Но один из таких типичных атрибутов — это, скажем так, отношение людей к порядку. То есть нормальное распределение того, насколько комфортно или дискомфортно людям от того, что какие-то вещи хаотичны. Вот этот параметр личности у меня находится в крайности, одной из крайностей. Мне очень дискомфортно от беспорядка. И когда я с ним сталкиваюсь, с каким-либо хаосом, у меня всегда возникает желание систематизировать вещи, навести какой-то порядок, разложить их по категориям, определить, как они должны работать. Я думаю, что вот это, скажем так, основное качество, которое заложено в компанию, не то чтобы это намеренно сделано, но так или иначе, когда мы формируем какие-то группы, правила, процессы, социальные группы, мы закладываем себя в них в том числе, потому что мы отбираем людей, похожих на нас, мы формируем эти правила, исходя из того, что мы считаем нормальным. Я думаю, что вот эта характеристика наиболее глубоко внутри компании находится. Это вот отношение к порядку и активное стремление этот хаос в порядок превращать постоянно. Окей. Несколько лет назад мы с тобой ходили на обед вдвоем и обсуждали целеполагание, кто какие цели себе ставит в будущем. И ты тогда вспомнил про знаменитую речь Стива Джобса в Стэнфорде, в которой он рассказал о концепции Connecting the Dots, о том, что планировать сильно далеко вперед на самом деле имеет мало смысла. Можешь ты, во-первых, рассказать про эту концепцию чуть детальнее, и, во-вторых, рассказать, какие точки твоей жизни в прошлом, такие самые главные, на твой взгляд, привели тебя вот в текущее состояние, туда, где ты сейчас находишься? Сначала про саму концепцию, как я ее понимаю. То есть есть, опять же, две крайности того, как можно смотреть на то, насколько ты вообще влияешь на жизнь. То есть одна крайность будет состоять в том, что вещи просто происходят, и ты как-то там в них плаваешь, стараешься обустраивать навигацию, скажем так. Другая крайность — это полный контроль, что все, что вокруг происходит, ты можешь контролировать. Я думаю, что что оптимум — это, естественно, баланс где-то между этими двумя крайностями. Естественно, есть вещи, которые происходят вне нашего контроля,
есть вещи, которые находятся в зоне этого самого контроля. Как я воспринимаю концепцию connecting the dots? Очень маловероятно, что ты можешь выстроить какую-то стратегию в жизни на очень большое количество лет вперед. То есть чем дальше ты берешь горизонт планирования, тем выше вероятность, что произойдут какие-то вещи, которые ты вообще не предполагал, они вне твоего контроля. При этом уже сейчас ты должен принимать какие-то решения и выбирать, что тебе делать, чего не делать. Так вот, что вот такое вот эти самые dots? Это твои решения о том, что ты вот сейчас определил. Я поделаю вот это, поделаю вот это. Джобс — это знаменитый пример про каллиграфию и шрифты в Apple, то есть как это получилось. Джобс когда-то занимался каллиграфией, изучал, как красиво рисовать там буквы, шрифты и так далее. Очень упрощенный, наверное, definition каллиграфии. Но суть в том, что он на тот момент не планировал, что так, я это изучаю, потому что когда-то через годы я буду делать шрифты на каком-то новом технологическом устройстве. И вот тогда вообще, может, в голове не существовало этих концепций. Но при этом, когда наступил момент, когда какие-то новые вещи, вот Mac там нужно было делать, нужно было придумывать, как сделать классный софт для Mac. Вот он этот самый dot сконнектил, то есть, по сути, для меня это означает активный поиск того, как применить то, что в тебе уже есть. То есть часто, например, когда я общаюсь с людьми, я вижу, что они иногда попадают в ловушку того, что они изучают какие-то вещи, чаще всего, например, в университете это происходит, там, допустим, инженеры изучают математику, и она для них выглядит так довольно оторвана от реальной работы, то есть ты вроде изучил какие-то классные штуки, интересные, как они работают, а потом ты пришел, и в индастриал программировании ничего этого нет, и у тебя возникает такой диссонанс, а как же нас же вот этому вот учили, вот этих dots нам надавали, а где же, когда же я их буду применять? Так вот, я думаю, что более такой правильный, мой, по крайней мере, взгляд на эти вещи в том, что нужно активно искать, как эти точки, которые в тебе уже есть, присоединить к тому, что ты сейчас делаешь. Ну и касательно того, какие у меня точки происходили, наверняка я их даже все не перечислю. Я думаю, что главное — это то, чем я выбирал заниматься когда-то, там, вплоть до детства, то есть, когда ты решаешь, окей, программирование — это что-то интересное, попробую-ка я, и ты уже в этом остался. И то, с какими людьми ты общаешься, встречаешься, то есть, естественно, компания — это не там один человек, это группа людей, и, соответственно, очень сильное влияние на то, какая компания оказывает то, собственно, с какими людьми ты собрался и делаешь вот эти штуки. Ну и при этом, я думаю, по отдельности оно бы даже не сработало. То есть это такое интересное пересечение, может быть, даже совпадение того, что этим людям интересно то, что интересно тебе, и вместе решать, окей, давайте поделаем вот такие штуки. Я думаю, вот это основные. Можешь ли ты вспомнить какой-нибудь самый невероятный connection двух dots? Что-то, что происходит в твоей жизни, и ты такой, вау, если бы это случайно не произошло в прошлом, то этого бы не было, как у Джобса с каллиграфией. Ну, например. Сейчас я вспомню. Я когда вспоминал, как оно де-факто происходило всегда в прошлом, как оно пришло в эту точку, да, меня вот как раз удивляла цепочка совпадений, потому что, например, с текущим менеджментом компании, с Сергеем, Тимуром, мы познакомились через несколько человек, и это был довольно случайный набор людей. То есть началась эта цепочка знакомств с того, что я просто оказался в каком-то месте, там, это еще было в глубоком детстве, когда все только думали, какие прикольные штуки можно попробовать, там, техническими, какими-то нетехническими вещами заняться. Это фан, конечно, но заниматься я начал с каких-то вещей, связанных с биологией. Вообще это было не программирование, но просто это еще было в очень далеком
начальных классах школы, буквально, потому что детей просто придумывали, чем занимать кружки всякие и так далее. Так вот, я занимался какой-то там биологией, но просто так получилось, что это было в одном пространстве с техническими вещами. И там мы познакомились там, с братом Женей, потом с Женей, потом Женя познакомился с Сергеем и так далее, и так далее. Эта цепочка развернулась. Но каждый этап этой цепочки, он никогда не был запланирован. Это, по сути, случайность, можно сказать. Прикольно. Хорошо. Давай поговорим о будущем твоем персонально. Какие возможности для своего персонального роста и развития ты сейчас видишь? В каких областях эти возможности лежат? И вот если говорить именно о твоем личностном развитии, то в каком направлении ты собираешься двигаться, по крайней мере, и искать новые точки? Во-первых, я разделяю немножко, не разделяю полностью, но, по крайней мере, в разные категории помещаю развитие личностное и профессиональное. Естественно, профессиональное, оно является подмножеством личностного развития. Поэтому, если говорить про профессиональное, я начинал как инженер, я уже давно не кодил full-time, но в душе я себя все еще считаю инженером. Я смотрю на это следующим образом. То есть вначале, когда ты начинаешь вообще какую-то инженерную деятельность, это даже еще не инженерная деятельность как таковая, ты, допустим, кодишь какие-то вещи, но по сути, что ты делаешь? У тебя есть какая-то библиотека кубиков, скажем так, или там кусочков пазла, это вещи, которые ты узнаешь, какие-то языки программирования, там новые, там алгоритмы, инструменты, подходы, и ты ищешь всякие классные способы соединения этих кубиков, которые будут решать задачи, которые перед тобой стоят. То есть я таким образом понимаю инженерную деятельность. То есть соединение вот этих кубиков для того, чтобы принести пользу какую-то. И вначале эти кубики, они у тебя более предсказуемые. То есть ты, например, изучаешь язык программирования, и ты в принципе, на 100% знаешь, что он будет делать, когда ты ему скажешь что-то делать. Естественно, это все еще сложный процесс, но это вещь детерминированная. Да? То есть и ты из этих вещей создаешь, инженеришь какие-то системы. Это все еще сложный процесс, потому что даже когда ты простых вещей много соединяешь вместе, у них начинает возникать в самом их соединении, в системе возникает сложность, и ты в этом процессе как бы погружен, конструируешь эти системы, и все классно. Дальше в какой-то момент системы, которые ты конструируешь, они начинают выходить за рамки вот этих детерминированных вещей, и, наверное, самый главный шаг, вот это добавление сложности, это когда в этих системах появляются люди. Потому что это такой очень большой фактор непредсказуемости. Люди, естественно, иногда они рационально себя ведут, иногда нерационально. Начинают возникать всякие интересные, классные, сложные эффекты, которые ты далеко не всегда можешь предсказать. И даже если ты один раз видел, как вещи происходили, ты не можешь полагаться в полной мере, что они будут происходить так же. Да? Это только работает больше в массе, в группах, да, то есть ты можешь эти эффекты как-то предсказывать. Так вот, я на это смотрю как на следующий левел сложности в инженерной деятельности. Да, то есть набор вот этих самых элементов, из которых мы создаем системы, он сильно расширился, появились люди. Люди — это, естественно, интересно, но и очень сложно, как раз из-за того, что очень сложно предсказывать, что будет происходить, как человек будет реагировать на какие-то вещи, как он себя будет вести там, в каком-то наборе правил, которые ты создашь для работы, допустим. И вот в этом я вижу дальнейшее и фактически бесконечное свое развитие как инженера. Потому что начинаешь ты там с отдельных людей, с которыми ты в команде взаимодействуешь, но по мере того, как растет размер социальной группы, с которой ты работаешь, сложность у тебя просто вот так экспоненциально возрастает. То есть, условно говоря, 200 человек
это не в 2 раза сложнее, чем 100, это может быть в 10 раз сложнее, чем 100. Но поскольку масштаб, с которым можно строить компанию, фактически бесконечен, то вот этот скилл системного инжиниринга, я думаю, есть главный скилл, которым я буду до конца жизни, наверное, заниматься. Прикольно. А что по поводу непрофессиональной деятельности? Это тоже очень интересно. Это очень, очень долгий вопрос. Сейчас я попробую сократить. Личностное развитие, естественно, это довольно банально, но оно происходит через кризисы. То есть, как я это вижу? То есть весь наш прошлый опыт жизненный формирует нам в голове какую-то картинку, мировоззрение. То есть у нас есть у всех набор убеждений, иерархия убеждений, каких-то ценностей относительно того, как работает и должен работать мир вокруг. И неважно, каких это сфер касается. Там, работы, взаимоотношений, там, социума вокруг и так далее. Реальность, естественно, не будет подстраиваться под эти убеждения. Да? То есть это скорее набор этих убеждений, это экстраполяция всего того, что ты видел за прошлые периоды своей жизни. Ты выстраиваешь какую-то модель, и ты ведешь себя согласно этой модели. Потому что, естественно, ты считаешь ее правильной. То есть каждый считает свою модель правильной. И в какие-то моменты вокруг происходит что-то, что в твою модель не укладывается. То есть это, естественно, создает тебе всегда стресс и дискомфорт. И чем выше в иерархии ценностей несовпадение, тем сложнее тебе будет. Какие способы есть с этим делить? Можно пытаться изолировать себя от этих несовпадений. Тут, естественно, особо развития никакого не будет. То есть это примерно аналогия, как если бы там, не знаю, родители для воспитания детей изолировали их полностью от сложностей. Ничего хорошего в этом не будет, потому что дети просто не научатся работать с этими сложностями. Ну, то же самое внутри тебя. То есть изолироваться не очень хорошая стратегия, потому что это просто вопрос откладывания и накапливания кризисов на будущее. Соответственно, ответ для меня единственный рабочий — это надо с этим как-то разбираться. То есть перестраивать модель. А что значит перестраивать модель? Это значит, что ты берешь какое-то убеждение, оно у тебя, по сути, рассыпается, и ты выстраиваешь вместо него какое-то новое. И постепенно ты свою модель обновляешь. Вот эта метамодель — это то, как я вижу личностный рост. То есть ты сталкиваешься с вещами, они не укладываются в твою картину мира, ты не держишься всеми силами за свою картину мира, ты ее перестраиваешь. И чем более, как с continuous integration в разработке, то есть чем более плавно, постепенно ты будешь это делать, тем проще тебе будет в том числе очень крупные куски перестраивать там, на протяжении многих лет. Ну, вот таким образом я моделирую для себя этот процесс, я в этом процессе нахожусь постоянно, и работа, естественно, часть этого процесса, потому что даже когда, условно говоря, ты написал какой-то код, в нем баг, это такой супер-микро-нано-кризис такой, потому что ты ожидал, что твой код будет работать, баг — это всегда неожиданность. Такой, окей, может быть, я пишу и не совсем идеальный код, проверю-ка я, пожалуй, лучше. И в твоей модели он уже начинает возникать как бы опыт, что код надо запускать и проверять, прежде чем там отдавать, например. Вот таким образом. Правильно я понимаю, что, можешь ли ты сказать в процессе перестраивания, каких твоих ценностей сейчас ты находишься, и что будет происходить с этим в будущем? Что сейчас самое сложное для тебя? Относительно недавно, это, наверное, уже месяцы и годы, но я помню, самое большое это перестроение было как раз, когда я из чисто инженерной деятельности расширил деятельность до людей в целом. Это, я думаю, болезненно для многих, особенно кто из разработки выходит, начинает с людьми работать. И я понял, что на мне лежит ответственность за групповой результат в том числе. Вот это была достаточно серьезная вещь, и она
постепенно происходит. То есть, скажем так, пик я прошел, думаю, этого, но разбираюсь ты все еще с в процессе. остатками. Ну, скажем так, для меня это уже не удивление, да, то есть скорее периодически тут и там всплывают вещи, которые, ага, про это я не думал. Ну да, надо тут немножко поменять то, как я на это смотрю. Окей. Хорошо. В рамках процессов карьерного ревью, которые у нас работают в компании, каждый сотрудник, относительно которого этот процесс исполняется, заполняет, дает свой фидбэк о своем развитии, о своей работе, такой self-assessment делает. Я тебе сейчас задам 3 вопроса из этой формы, на которые отвечают все наши сотрудники компании. Подозреваю, ты на них еще никогда не отвечал. Что тебя мотивирует больше всего в твоей работе сейчас и позволяет тебе в том числе преодолевать какие-то сложные моменты? Что твоей главной мотивацией является? Возможность создать классную систему, такую социоинженерную. Я вижу у нас реальную возможность повлиять на то, как индустрия работает. И вот это, наверное, топ-мотиватор. То есть, и чем дальше мы продвигаемся, тем повышается уверенность, что это действительно возможно. Так как ты начинаешь все больше и больше ощущать свою возможность влиять на реальность вокруг. И это достаточно сильный фактор, который тут максимальный смысл имеет. Окей. Что самое сложное в твоей работе сейчас? Люди? Да. Я думаю, это всегда будет самое сложное, как раз из-за того, что очень маловероятно, что когда-либо возникнет, или я там открою какой-то алгоритм работы с людьми. Понятно, что это всегда будет какая-то сложная комбинация индивидуального и группового уровня. То есть ты не можешь полностью на групповой уровень перейти и просто игнорировать эффекты индивидуальной работы, но и полностью в индивидуальную работу тоже не можешь, потому что масштаб ограничишь того, что ты можешь делать. То есть надо комбинировать, и это, наверное, самое сложное. Можешь ли ты вспомнить из недавнего, в какие конкретные моменты в твоей работе ты прям чувствовал радость? Какие-то позитивные эмоции, такой импульс довольно сильный. Да, 2 вида вещей мне доставляют очень сильные такие пики удовольствия. Первый, он касается как раз людей. Это моменты, когда когда-то в прошлом, недавнем, я допустим, принял решение, что вот этого человека надо взять в компанию и попробовать. То есть это всегда какая-то ставка с определенными вероятностями. Моменты, когда она оправдывается. То есть когда потом возникает какой-то индикатор, что да, этот человек просто супер, и это было правильное решение. Я всегда очень радуюсь и за людей, и за себя, естественно. Сложно пока даже объяснить, почему. В этом я еще не разобрался, но почему-то радость возникает, что мы взяли классного человека, и у него все получается, и ему весело, и нам весело, всем классно работать. Ну и второй элемент, он касается непосредственно процессов, которых я делаю. Это как раз когда вещи сходятся, скажем так. То есть когда ты конструируешь какие-то штуки, у тебя всегда в голове происходит такое моделирование. Ты не можешь их сразу построить, потому что это занимает некоторое время. Ты должен много моделей прокрутить в голове, опять же, сделать ставку на какую-то из этих моделей, и потом уже пойти инвестировать свое время в то, чтобы эту модель сделать. Кодинг, например, также происходил у меня, по крайней мере, всегда. И это потребляет много внутреннего ресурса. Вот это моделирование, предположение о том, что может пойти не так, как это сработает в будущем и так далее. Дальше ты идешь, это делаешь, и если оно работает, это, наверное, у всех, кто что-то конструирует, возникает это невероятное чувство того, что ты что-то создал,
И это что-то, это не просто в голове у тебя там какие-то там мечты или желания, модели, а это вот прям реальная вещь, и вот она работает, вот она приносит пользу. Ну и то же самое сейчас с какими-то элементами компании в том числе, когда ты моделируешь, думаешь, как оно может работать, будет работать. Потом ты это делаешь. Когда-то это не работает, это надо выкинуть, а когда это работает, это вот это чувство вызывает, и это супер. То есть технически это работающий код только на масштабе компании. Ну, да? Это все те же эмоции. Так сказать. Хорошо. Теперь давай поговорим. Ты сказал про то, что компания Cybery так или иначе хочет иметь какой-то импакт на индустрии, влияние на индустрию, ее менять так или иначе. И в этом заключается наша, в том числе наша миссия. Откуда ты знаешь, как работают другие компании, если ты в них сейчас не работаешь? Где ты берешь эти данные, эту информацию, которая позволяет тебе сравнивать и в том числе понимать, есть ли у нас еще шанс это влияние реализовать? Возможно, мы уже сильно позади остальных компаний, это поздно, и мы тут вообще не очень понимаем, что происходит. Вот эта обратная связь от индустрии, где ты ее берешь? Несколько источников. Ну, как и у всех, естественно, есть сеть знакомств. Более близких, более далеких. И всегда, когда есть возможность, стараюсь узнать что-то, спросить, как вообще работают другие люди в других компаниях. Соответственно, это один из источников информации. Книги, особенно те, которые пишут люди, которые работают в далеко продвинувшихся компаниях, там, Google, Amazon, Uber и так далее. Публикации, которые делает там менеджмент этих компаний в различных формах. Достаточно сложно делать какие-то выводы из отдельных элементов этого, но когда ты постепенно потребляешь всю эту информацию, картинка у тебя сходится. То есть, например, ты можешь почитать, допустим, что пишет про свою работу Google, то есть, который там, допустим, пишет книгу о том, а как они вообще строят инженерную деятельность. И ты видишь, что, допустим, даже Google страглит с тем, чтобы убедиться в том, что все инженеры документируют код, допустим, и они рассказывают о том, сколько всего они делают, чтобы это работало. И одновременно с этим ты смотришь, допустим, что менеджмент компании говорит, там, когда компания, допустим, публикует ценности, какие-то гайдлайны для сотрудников, чего они хотят получить. И с людьми ты общаешься, которые внутри этих систем работают, слушаешь про их проблемы, что у них вызывает сложности. И это совмещается в такую, ну, опять же, модель. Понятно, что это в любом случае интерпретация, но модель того, с какими сложностями эти компании сталкиваются. И если вот эти модели построить, скажем так, сэмплированием таким по многим компаниям в индустрии, то можно еще чуть-чуть абстрагироваться и задать себе вопрос. А что общего у этих проблем? Общее одно — хаос. Тут далеко ходить не нужно. То есть мы, как индустрия, научились вот этому первому базовому слою — собиранию команд. Но мы как раз вот находимся в этапе взросления и формирования понимания того, как сделать так, чтобы у отдельных команд был смысл собираться вместе под крышей одной компании. Потому что если взять, допустим, среднюю такую абстрактную компанию, сервисную, почти наверняка не сильно много поменяется, если там отклеить логотип одной компании, приклеить другой. Почему? Потому что нет вот этих развитых механизмов, которые создают синергию знаний через несколько команд. Ну, собственно, это я уже ушел в сторону немножко от того, откуда информация. Вот из этих источников, и вот таким образом я ее собираю и постоянно обновляю. Можешь ты вспомнить какой-нибудь факт
которое тебя в последнее время больше всего поразило о том, как что-то работает в других компаниях? Позитивно либо негативно? То есть ты даже не ожидал, что это вот так, что даже Google, например, заботится документированием кода, и это проблема для них в том числе. Может быть, что-то еще? В Uber достаточно интересно было, как они масштабируют команды. То есть один из примеров компаний, которые очень быстро росли какой-то период. И вот достаточно неожиданно было то, в какой среде это происходило для команд. То есть не было у них сильного какого-то процессного фреймворка, о том, как вообще работать, как вообще делать софт. То есть вот всегда всплывает вот эта ставка на команды, то есть что надо собрать команду, надо дать им свободу, и они там сами что-то решат. Конечно, они решат, то есть талантливые люди всегда найдут способ что-то сделать, но при этом компания превращается в такой набор команд. То есть как они там вместе координируются, это уже следующий такой более сложный вопрос. Вот я предполагал раньше, что те компании, которые уже такие более крупные, точно добившиеся успеха, они уже для себя этот вопрос решили. Оказалось, что нет. То есть они какими-то другими способами это решают. Вот. Не так, как мы планируем это решить. Окей. Когда мы говорим о миссии Cyber, о том, чтобы приближать и ускорять развитие всей индустрии, приближать ее зрелость, мы часто себя сравниваем с другими индустриями, которые, на наш взгляд, более зрелые. Мы разговаривали с Сергеем Лаптиком и упоминали там строительную индустрию, о том, как сейчас в мире строят дома, что это гораздо менее кастомный процесс, чем, например, в IT и так далее. Но всем известно, что все индустрии так или иначе фейлят. В интернете можно легко найти самые эпичные фейлы строительной индустрии, типа Берлинского аэропорта или там Сиднейской оперы, где бюджеты превышены в десятки раз, таймлайны все нарушены и так далее. Так верно ли то, что зрелые индустрии перформят лучше с точки зрения соблюдения своих коммитментов, соблюдения контрактных договоренностей? Если есть такие же фейлы, так почему бы нам тоже просто не быть толерантными к нашим фейлам и просто не оставить все как есть? Во-первых, это не единственный критерий того, хорошо ли работает индустрия. Дело в том, что строительство, я всегда еще в качестве примера использую медицину и аэроспейс, в том числе пассажирские авиаперевозки. Это особенно классный пример, поясню почему. Вот в этих индустриях вопросы бюджетов и сроков, они, естественно, тоже стоят всегда, но это не самая высокая цена ошибки, которую могут нести эти индустрии. У них максимальная цена ошибки — это человеческие жизни. И как я, например, почему я считаю, что эти индустрии далеко продвинулись в том, как они делают то, что они делают. Вот когда мы садимся в самолет, чтобы куда-то полететь, мы без проблем, большинство людей, за исключением, может, крайностей каких-то, доверяют всей системе целиком. То есть очень вряд ли, что там, ты садишься, допустим, в самолет и думаешь, а выспался ли сегодня пилот? А его вообще проверяли психологически, он устойчивый, допустим, к стрессам человека? Или там прикрутили ли шасси достаточно крепко к самолету и так далее? То есть просто, не знаю, бесконечное количество вещей, которые может пойти не так в такой сложной системе, начиная от людей и заканчивая механическими какими-то вещами. Но, тем не менее, мы, в принципе, про это не думаем, садимся и летим. И раньше самолетов падало гораздо больше. Сейчас этот рейд достаточно низкий, скажем так. Естественно, все равно это происходит, но он такой низкий, что это позволяет нам просто пользоваться этим
благом цивилизации. То же самое можно сказать про здание. Вот мы сидим в здании и не боимся, что сейчас оно вдруг развалится. Есть ли такая вероятность? Ну, конечно, она не нулевая. Да, то есть, но она такая маленькая, что она позволяет нам чувствовать себя комфортно в этом здании. Так вот, для меня вот это маркер того, что индустрия работает. Доверие? По сути, да. То есть способность индустрии производить предсказуемо хороший результат. Да? То есть ты все еще можешь в любой деятельности сделать хороший результат. Но супер важный показатель того, насколько ты взросл, как индустрия в своем процессе, это можешь ли ты его повторить, захотев. Да? Ну, пример, допустим, стартапы. Да? То есть очень, наверное, крайне сложно вообще повторить успех какого-то стартапа, да? То есть, или сделать какой-то софтверный продукт. Так вот, что, на мой взгляд, вот эти индустрии отличает, да? Почему они могут предсказуемо повторять свой успех. Разница не в том, происходят или не происходят проблемы, они везде происходят. Разница ключевая в том, что эти индустрии со своими проблемами делают. Да? И, допустим, если падает самолет, к примеру, никто не говорит, ну, в следующий раз надо постараться лучше. Да? Что мы постоянно делаем, на мой взгляд, в индустрии софтверной. Да? То есть проект зафейлился, что происходит? Ну, надо постараться лучше, надо там более хороших людей собрать и как-то там что-то такую магию какую-то сделать, чтобы все было классно. Вот эти индустрии, у них есть очень строгие процессы анализа фейлов. То есть, и вот если, опять же, произойдет какая-то авиакатастрофа, ее разберут до мельчайших деталей, найдут процессные какие-то проблемы там, с тренингом людей, с их отбором, механические, там, софтверные, все что угодно. И дальше вот эта обратная связь пофиксит эти процессы. Так вот, максимально ответственное и строгое исполнение вот этой обратной связи от каждого фейла, это, на мой взгляд, то, что позволило этим индустриям прийти в точку, где они сейчас находятся. И у них, в общем-то, выбора особо не было, потому что они с человеческими жизнями работают. Но у нас в софтовой индустрии тоже, во-первых, уже тоже есть софт, он практически везде. Да, то есть, и, естественно, есть софт, где цена ошибки выше, который там медицинскими аппаратами какими-нибудь рулит или теми же самолетами. Есть софт, где цена ошибки ниже. И я думаю, что мы недостаточно строго вот этот цикл обратной связи прокручиваем. Да? То есть мы надеемся, что надо просто поднапрячься, и все будет хорошо. Но нужно... Люди, как правило, работают в полной мере своих сил. Да? То есть я, может быть, единицы людей за всю жизнь встречал, которые вот прям не хотят хорошо работать. Говорят, я не буду делать вещи хорошо. Обычно все стараются делать вещи хорошо в рамках своей индивидуальной деятельности. Но каким-то образом это не всегда далеко сходится в коллективный результат. И вот это ответственность системы. Да? То есть какие мы выстраиваем правила взаимодействия этих людей для того, чтобы системный результат на выходе был предсказуемый и качественный. Вот поэтому я все время ссылаюсь на эти индустрии, и это хороший пример того, куда мы должны прийти. Мы собираемся у себя воспроизвести примерно то же самое, то есть вот эту стабильный механизм обработки обратной связи и превращения обратной связи в улучшение, это и есть ключевой компонент для того, чтобы сделать то же, что сделали эти индустрии. Я правильно понимаю? По сути, да. То есть, опять же, если проводить аналогии с архитектурой софта, когда команда какая-то пишет софт, наиболее сложная часть, на мой взгляд, требований, наиболее сложная часть реализации требований к софту — это нефункциональные требования. То есть требования, которые описывают не поведение системы, там, если то, эти правила запрограммировать
не так трудно, как, например, выполнить требование о том, что система должна быть производительна, и она должна быть стабильна, или она должна быть безопасна, или удобна, или все вместе. Так вот, основной фактор, который влияет на выполнение нефункциональных требований, это правильная архитектура системы. То есть можно написать прекрасный код, но если, допустим, архитектура системы плохо масштабируется, она не выдержит миллион пользователей, каким бы красивым этот код не был. Так вот, с компанией примерно то же самое. То есть для того, чтобы вот этой цели сохранения знаний и прокручивания этой обратной связи достичь, нужна правильная архитектура компании. И очень сложно долепить это когда-то потом, когда компания уже выросла, большая, делает много софта, и практически все эти компании, естественно, понимают, что да, хорошо, нам нужно теперь что-то там с процессами, с порядком работы придумать. Возникает сбоку какой-то отдел там, автоматизации, и он начинает как-то пытаться поменять работу там, компании на 1000 человек. Это практически невозможно. То есть статус-кво в такой крупной компании такой обладает очень высокой инерцией. Конечно, это все еще можно сделать, но это такой огромный объем инвестиций и ресурсов, в том числе временных, что мало кто, по-моему, даже никто особо, может, и не занимается этим. Так вот, а что с этим, собственно, делать? Наш ответ на это — правильно строить архитектуру компании. Именно поэтому мы компанию построили на таких 2 фундаментальных частях. Есть производство проектов, и это те самые там, авиаперевозки или здания, то есть то, что мы делаем. И этот процесс неизбежно генерирует нам огромное количество информации о том, что идет не так, что можно сделать лучше. И большинство компаний вот эту информацию теряет. То есть ресурс того, чтобы с ней как-то работать, он всегда лимитирован, и ты рано или поздно начинаешь быть вынужден выбирать только самые-самые важные вещи. Вот. Но при этом нет, как известно, какой-то одного silver bullet, то есть какой-то самой важной вещи, которую, если решить, софтом все станет хорошо. Это огромное количество более мелких вещей, но их все еще надо решать и решать системно. И вот для этого существует второй компонент компании. Это элемент, задача которого всю эту информацию собрать, интерпретировать, превратить в знание о том, как работать правильно, и дать эти знания назад командам. То есть вот это как раз та точка возникновения синергии. То есть команды работают все еще отдельно, но они генерирует весь этот поток знаний, мы с этим потоком правильно работаем, превращаем его в процесс, и мы даем этот процесс и эти знания с одинаковым уровнем качества всем остальным командам. Вот это, на мой взгляд, ключ к успеху, то есть строгое исполнение вот этого цикла обратной связи. И, собственно, архитектура компании построена так с самого начала, и это, я думаю, позволит нам как раз правильно расти. Сейчас мы про компанию еще поговорим. Я еще немного про индустрию. Вот у меня 2 вопроса. Первый. Видишь ли ты какие-то риски, что на самом деле наша индустрия фундаментально отличается от всех остальных, и в ней есть что-то, что не позволит повторить вот этот опыт и реализовать это? Есть ли вообще хоть что-то, что тебя пугает, и ты еще для себя не ответил на вопрос, что это вообще возможно? Возможно, просто я точно слышал рассуждение о том, что наша индустрия это не то же самое, что вот строительство и aerospace. У нас может быть очень много творчества, слишком уникальная работа или что-нибудь такое. Есть ли вообще что-то? Чисто теоретически, конечно, я допускаю вероятность, что мы все неправы. И это бесполезное занятие. В моей голове эта вероятность настолько мала, что я готов использовать все время, чтобы этой задачей заниматься. То есть я считаю все-таки, что это unlikely, скажем так. Почему?
потому что в этих индустриях, которые мы используем как пример, в них не меньше точно той самой творческой деятельности. Потому что строительство — это не только процесс складывания кирпичей или заливания бетона. Это процесс, который начинается с дизайна архитектуры. Да, то есть, начиная от более концептуальных, художественных вещей, того, как, допустим, здание будет выглядеть. Но дальше-то это продолжается, превращается в конкретные инженерные расчеты, прочности, формирование процесса того, как построить здание. Да, то есть не такой-то простой, я думаю, процесс, по крайней мере, из тех его частей, с которыми я знаком, это определить, как вот эту красивую картинку того, как выглядит здание, превратить в технологический процесс. То есть целые компании занимаются этим. Софтом оно, собственно, так же. Разница, естественно, в том, что мы не работаем с материалами, да, то есть реального мира. Ну и то, когда с хардвер сталкиваемся, то в том числе работаем. Поэтому я считаю, что творческой деятельности ее везде одинаково много. И ее все еще можно структурировать. Это не значит, что мы когда-либо изобретем алгоритм, как проектировать софт. То есть, скорее для меня это означает немножко другое. То есть, я вот часто в проектировании архитектуры привожу такую аналогию с выращиванием сада. Вот, представь, что ты хочешь вырастить красивый сад какой-то. Ты не можешь взять какую-то площадь, засеять ее и силой тянуть растения из земли так, чтобы они росли тебе как надо. То есть у тебя нет над этим процессом полного контроля. С другой стороны, если ты просто забьешь на это все и оставишь как есть, у тебя не будет никакого сада. Но при этом, что ты можешь сделать? Ты можешь его структурировать так, как тебе надо, выделить в нем зоны какие-то и дать растениям свободу красиво в этих зонах расти, ухаживая за ними. Это моя аналогия для... Я, естественно, не автор ее, но я ее использую для мышления о том, как вообще структурировать творческую деятельность. Конечно же, ты не можешь ее полностью разложить, на то она и творческая. Это как раз тот самый край знаний между хаосом и порядком, где ты знаешь, как вещи должны происходить, тут ты не знаешь, и на вот этой границе происходит творческая деятельность. Она и есть деятельность, которая переваривает полностью неизвестное и превращает ее в известное. Но ты все еще можешь правильно ее направлять, определять, как ее вообще производить. Да? То есть ты можешь сказать, просто взять, допустим, гениального ученого и запереть его в комнате и сказать, давай, придумывай мне какую-нибудь штуку фундаментальную, а можешь попытаться как-то структурировать его работу, распределить на группу ученых и так далее, и так далее. То есть, соответственно, я думаю, что эта деятельность тоже структурируема, и между тем, чтобы просто оставить ее как есть и ничего не делать, и сказать, это творческая деятельность, как же можно что-то сделать, и тем, чтобы попытаться каким-то образом ее структурировать, будет разница, соответственно, в качестве, который на выходе сгенерирует эта творческая деятельность. Собственно, вот. Угу. Хорошо. Короткий ответ, что я не вижу каких-то блокеров для этого. Рисков таких значительных. Хорошо. Какое у нашей индустрии есть преимущество перед этими индустриями, которые мы считаем за референсы? Хотелось бы верить в то, что мы должны не просто взять и повторить то, что они сделали, но и превзойти их в чем-то. За счет чего мы можем это сделать? Почему мы должны быть и должны быть лучше, чем эти индустрии в построении этих цепочек обратной связи? Скорость этих цепочек. У нас есть очень серьезное преимущество. Здание не перестроишь за день. И вообще, может быть, не перестроишь уже никогда.
Софт тоже за день не перепишешь, но исправить баги в софте гораздо проще, чем перестроить кусок здания. Окей. Хорошо, теперь давай поговорим о компании немножко. Как ты определяешь свою роль в компании? Должность твоя сейчас CTO. Если не говорить о формальных должностях, в чем твоя роль и как она дополняет роли других руководителей? Системный инжиниринг в продакшене и процессами с этим связанными. То есть свою ответственность я формирую как ответственность за, собственно, поставки софта, которые мы делаем. И мой способ эту ответственность нести — это правильно строить те самые производственные процессы. Окей. Хорошо, мы определяем нашу компанию с помощью довольно простого фреймворка, который Патрик Ленсиони предложил в своей книге The Advantage, с помощью ответов на 4 простых вопроса. Можешь ли ты сейчас их задать и коротко ответить на каждый из них? Да, начну с самого простого. What do we do? Сформулирую их на английском, чтобы перевода, если честно, не помню, что бы он делал. Собственно, что мы делаем? Чем мы занимаемся вообще как компания? Тут ответ простой. Деятельность сложная, ответ простой. Мы делаем кастомный софт. Что это означает? Это означает, что мы создаем софт, которого еще не существовало ранее. Потребность в таком софте всегда будет, потому что если какая-либо компания в любом сегменте бизнеса хочет быть лидером своего сегмента, это означает, что эта компания должна каким-то образом приносить ценности клиенту больше, чем ее конкуренты. То есть она должна придумать какой-то уникальный, несуществующий у конкурентов способ эту самую ценность добавлять. Этот уникальный способ всегда выразится в набор каких-то бизнес-процессов этой компании. То есть что-то они должны делать по-другому. И для этих процессов эти компании не смогут купить готовый софт, потому что если бы они могли, то этот самый софт купили бы их конкуренты, и все опять бы вернулись в равные условия. Собственно, у этих компаний именно поэтому всегда и будет потребность в новом софте, уникальном, которого ранее не существовало. И вот это то, что мы делаем. То есть мы создаем этот самый новый софт. Естественно, мы не проходим этот путь создания софта всегда каждый раз с самого нуля. То есть мы начинаем с каких-то точек более базовых фреймворков, платформ и так далее. Но на них уже строим софт. То есть мы не интегрируем, допустим, просто готовые платформы. Salesforce склеил, вот CRM-ка, нате, пожалуйста. Мы делаем это как часть более крупных проектов, для того, чтобы у клиента был цельный сервис, чтобы ему нужно было по 10 компаниям собирать себе технологическое решение. Но основная наша деятельность — это создание этих уникальных систем. Их, как правило, 2 вида. Это либо стартапы, то есть новые продукты, вокруг которых создается компания, либо это автоматизация бизнеса. То есть бизнес уже существует, и мы создаем софт для каких-то новых или существующих процессов этого бизнеса. Это первый вопрос. Второй вопрос. Why do we exist? То есть причина. Зачем компания вообще была создана? Для того, чтобы помочь индустрии как можно быстрее продвигаться в своем развитии. То есть мы хотим не просто делать софт за софтом, проект за проектом. Вот эту деятельность как раз, скажем так, компании нашли в индустрии уже способ, как делать. Что мы хотим сделать, это научиться эту деятельность делать так, чтобы она продвинула индустрию вперед. То есть найти способы в масштабе организовать работу людей таким образом, чтобы максимально продуктивно применить их талант и, собственно, найти вот эти хорошие способы работы. Понятно, что это не какое-то одно решение, которое вдруг произойдет, и все, всем станет хорошо. Это постоянный итеративный процесс. Мы хотим своей работой этот процесс ускорять.
потому что от того, что индустрия станет работать более предсказуемо и хорошо, всем будет лучше, всему обществу будет лучше, потому что софт — это вездесущая вещь, он нужен всем. Вот. Это второй вопрос, это причина, зачем вообще эта компания создана. Следующий вопрос, который из этого следует, это how do we succeed? То есть, что, собственно, мы будем делать для того, чтобы вот этой цели достигать? Здесь ответ — это архитектура компании. То есть правильное построение компании, цикл обратной связи. То есть мы должны научиться, в отличие от компаний в индустрии, не терять знания. То есть на этом, в общем-то, вся цивилизация на этом развивается, потому что люди когда-то придумали, как знания сохранять и передавать их следующим поколениям. Соответственно, мы должны то же самое сделать. Естественно, это не значит, что никто не сохраняет знания, просто это очень неэффективно происходит, очень много знаний теряется. Вот, соответственно, наша стратегия состоит в том, чтобы создать правильную архитектуру компании, чтобы эти знания не терять, чтобы любые проблемы, любые идеи, которые люди могут придумать относительно того, как делать софт, стали достоянием индустрии через вот этот фидбэк-луп, который работает со знаниями. Ну и четвертый вопрос — это how do we behave? Это вопрос про культуру, то есть что для нас в компании является правильным, а что является неправильным. Здесь речь идет, естественно, о профессиональной деятельности, то есть не о жизни в целом. Тут уже каждый сам для себя решает, что правильно, что нет. Но мы определяем, что мы считаем правильным в работе у нас. Здесь одна простая, опять же, не для исполнения, но для формулирования вещь, это стремление помогать клиенту. Мы сервисный бизнес, в центре нашего мира находится клиент. На самом деле в центре любого мира находится клиент, потому что неважно, сервисная, продуктовая компания, ты в любом случае делаешь какую-то вещь, и в общем-то причина, по которой ты ее делаешь, потому что ты предполагаешь, что она кому-то будет нужна, эта вещь, обществу в целом. Конечно, ты можешь делать вещи, которые просто ты хочешь сделать, неважно, нужна она или нет. Но в конце концов у общества есть фидбэк-клуб, который не позволит тебе существовать, если твоя деятельность не сильно полезна этому самому обществу. По крайней мере, в достаточно свободном обществе и рынке это так работает. Соответственно, мы делаем вещи, которые полезны клиентам, бизнесам, людям. И наша задача здесь быть helpful в этом процессе. Что это для нас означает? Здесь я всегда в пример привожу хороших врачей. Да, то есть, по сути, это означает проявлять заботу. И проявлять заботу не значит делать ровно все, что хочет клиент. Да, то есть, или всегда во всем с ним соглашаться. Они к нам и приходят ровно потому, что они ожидают от нас экспертизы. У них нет этой экспертизы. Точно так же, если ты приходишь к врачу и у тебя какая-то проблема, ты у врача спрашиваешь, а как мне эту проблему исправить? Да? То есть, и вряд ли ты станешь врачу говорить, так, ну вы мне выпишите вот этих таблеток, и я буду вот так лечиться, вы просто подпись поставьте. Это не имеет большого смысла к врачу вообще идти. И в то же время от врача, от хорошего, есть ожидание, что он например, не отправит тебя, потому что ему болезнь твоя не понравилась. Или он не будет прописывать тебе таблетки, за которые ему рекламодатель доплачивает, например, а не те, которые максимально эффективно твою болезнь исправят. То есть он, по сути, должен по-настоящему разобраться в твоей проблеме, в первую очередь понять, что же тебя беспокоит, и затем предложить решение, которое будет оптимально именно для тебя. И, возможно, даже далеко не всегда это решение для тебя будет сразу комфортно. Например, если тебе нужно
отправить ребенка к дантисту, допустим, потому что у него болит зуб, очень вряд ли ребенок скажет: да, конечно, я хочу побыстрее, давайте, ничего не страшного, пойдем. Но будет ли проявлением заботы с твоей стороны сказать: да, конечно, раз тебе страшно и ты не хочешь, то мы не пойдем туда? Наверняка нет, потому что если ты мыслишь long-term, то long-term проявлением заботы будет пройти через этот сложный период, отвести его полечиться, и потом все будет хорошо. То же самое часто в сервисе возникает. Довольно часто решения, которые правильные, они не так просты в том, чтобы клиентам их дать, эти решения. То есть на нас одновременно с тем, чтобы придумать правильное решение, ложится ответственность в том, чтобы еще убедить людей в том, что эти решения правильные, и провести их за руку через этот процесс. Так вот, мы должны проявлять эту самую заботу и helpfulness на всем этом процессе. Да? То есть нет смысла обижаться на клиентов, допустим, что они не понимают, какие решения правильные. Наша ответственность объяснить это. Если не понимают, может быть, мы не очень хорошо объясняем. В конце концов, мы же эксперты. Соответственно, вот это helpfulness. И это главная ценность, которую мы постулируем в компании. И, по сути, что означает ценность? Это критерий того, хорошо мы поступаем или нет. То есть невозможно все вещи прописать процессами и правилами. Соответственно, там, где правила и процесс не предписывают, как поступать, это выбор человека. То есть иногда более крупный, иногда более мелкий. Даже выбор того, какой фреймворк взять для архитектуры, это тоже выбор, который делает инженер. По каким критериям он делает? Ну, можно придумать целый ворох критериев, по которым можно это выбирать. Мы в данном случае упрощаем эту задачу для людей и говорим: вот это самый главный и правильный критерий. То есть выбирать нужно то, что будет helpful клиенту. Вот такими 4 вопросами, по сути, мы определяем свою identity. То есть это наш ответ на вопрос вообще, кто мы и что мы делаем. А можешь ли ты немного рассказать, как эволюционировала вот эта идентификация? Наверняка с первого дня работы компании вы не начали задавать себе вопрос, для чего мы существуем, why do we exist? Скорее всего, нет. В какой-то момент вы начали вообще об этом задумываться и искать эти пути для того, чтобы определить компанию. Какова была эволюция, какие были этапы? Возможно, ты вспомнишь какие-то конкретные майлстоуны, в которых вы прям приходили к тому, что вот так вот нужно описывать, и именно эти вопросы нужно себе задать. Как этот процесс происходит? На самом деле мы это сделали с самого начала. То есть иногда сложно определить прям границу, когда компания уже начала существовать. То есть мы, допустим, работали вместе, делали какие-то штуки, а потом решили: надо уже как-то identity какой-то сформировать у этой группы социальной. И вот когда она сформировалась, ровно в этот момент мы задумались: хорошо, а зачем? То есть что мы делаем? Ну и дальше был процесс, естественно, это был не однодневный ответ, то есть это был процесс формирования этого видения, то есть обсуждений, кто, зачем вообще что делает, зачем мы как компания вместе собрались. Что было точно известно сразу, известно, всем как-то интуитивно понятно, что у того, чтобы собраться в компанию, должен быть смысл. То есть какой-то. Иначе можно просто работать там по отдельности, как угодно, командами, какими нужно группами. Зачем вообще сформирована вот эта сущность новая в мире? Зачем мы плодим сущности? Вот это наш ответ на то, зачем мы плодим сущности. Вот для этого возникло фактически сразу, сразу в масштабах, естественно, лет, то есть это там недели, месяцы, сформировалось первое видение этого. А дальше на протяжении лет мы, по сути, наводили фокус, то есть резкость у этого процесса, и оно пришло к текущему пониманию за все эти периоды. Круто. Хорошо. На самом деле, если открыть книгу The Advantage, там будет не 4 вопроса, а 6, на которые каждая компания должна себе ответить. Есть еще 2 из них. What is most important right now? И who must do what? Почему мы на них не стали отвечать, либо, может быть, стали, но сейчас об этом не рассказываем? Принимали ли вы осознанно это решение?
Мы на них постоянно отвечаем каждый год, фактически выбирая, что нам делать в этом году, какие приоритеты. Это более операционные вопросы, на мой взгляд. Это примерно как с кодом. То есть ты, когда пишешь код, ты оцениваешь один из таких критериев того, что помогает тебе структурировать код, это то, насколько часто какие-то из его частей могут поменяться. То есть и ты отдельно выносишь те части, которые более статичны и будут жить долгосрочно, и отдельно те части, которые более операционные. Вот эти вопросы отнесли просто к операционным частям. Мы на них, как я сказал, отвечаем, но, возможно, нам нужно делать более хорошую работу из того, чтобы доносить какие ответы на них, но они часто меняются, эти ответы. Хорошо. Совсем недавно мы с тобой общались, ты рассказал про технику или прием, который используется в продаже в первую очередь. Это определение персон, это такие люди, которым мы хотим что-то продать, которым мы хотим помочь в том числе, и определение истории, через которую пройдет эта персона, этот человек, если он будет с нами работать. Давай мы представим, что наша персона — это вот среднестатистический инженер, который работает, достаточно опытный, там, middle разработчик, который работает в нашей индустрии, в Беларуси, может быть, в Польше. Как, на твой взгляд, какова будет его история работы в компании Cyber? Будет ли она exciting? Я думаю, что да. И если да, то почему? И чем она будет отличаться от его истории, если он будет работать в другой компании, с которой мы сейчас вместе работаем на рынке? Что отличает конкретно нас от других компаний именно с точки зрения конкретного инженера, сотрудника? Я бы выделил две основные вещи. Первое — это, собственно, смысл работы. То есть можно делать одну и ту же работу в разных местах с разной целью. Я считаю, что вот эта цепочка к тому, зачем вообще эта работа делается, она очень важна. Иначе, если она где-то обрывается, допустим, там, в большой компании легко потерять. Делаешь что-то, и непонятно, что там целиком компания вообще делает. Или вообще компания не определяет какую-то цель. Работа, я думаю, через некоторое время станет, ну, не то чтобы совсем грустной, но достаточно грустной. Люди в целом функционируют на основе смыслов. Да, то есть как мы вообще, например, поведение свое в жизни формируем? На основании историй. Да, то есть мы там рассказываем сказки детям, истории какие-то, фильмы, книги и так далее. Почему мы это делаем? Почему именно такая форма? Потому что она позволяет зафиксировать вот этот смысл, самую ключевую эссенцию в виде какой-то истории и давать людям этот смысл в виде этих историй. Так вот, в работе тоже важны истории. Ну, здесь я смысл конкретно имею в виду. Важно то, зачем работа делается. И это добавляет удовлетворение к работе. Поэтому я считаю, что это важный фактор, и он у нас есть. Потому что есть четко сформированная цель, зачем мы это делаем. И это дает возможность опыт инженерный Жизнь человека в целом конечна, да, то есть и есть там какое-то количество вещей, которые ты можешь сделать. Да, то есть, и я думаю, что достаточно ценно, например, на протяжении всей карьеры инженера не просто сделать, допустим, там N-систем. Да, то есть, к примеру, допустим, ты там работаешь в различных стартапах на протяжении всей своей жизни. Каждая такая попытка занимает
несколько лет, наверное, да, то есть там, если ты даже возьмешь всю свою карьеру, в десятке, наверное, ты сможешь попробовать эти вещи какие-то сделать. Может быть, один из них будет успешен, и это удовлетворит тебя как такой критерий того, что да, я сделал достаточно классную штуку в своей жизни. Это одна стратегия. Альтернативная стратегия этому — это делать эти же вещи, но делать их с целью того, чтобы твой опыт, который ты накапливаешь, разрабатывая различные эти системы, не был утерян. То есть если ты сделаешь это в разных местах индустрии, в разных компаниях, мне сложно представить, как вообще должны сложиться вещи, чтобы твой опыт экстраполировал, систематизировался где-то, кроме твоей головы. И когда тебе не станет опыта, этого, очевидно, тоже не станет. Но я думаю, что для инженеров должно быть достаточно удовлетворительной вещью знать, что опыт, который ты накопил, его можно не просто, он не будет просто потерян для человечества, а он превратится в систему работы, которой будут пользоваться поколения инженеров после тебя. По крайней мере, для меня это достаточно такая satisfying вещь, чтобы знать, зачем вообще это делать, зачем напрягаться и систематизировать эти вещи. Можешь просто сделать несколько проектов, и все. Это смысл работы, это один фактор. Второй фактор — это порядок. То есть естественно, мы не находимся в крайних точках, когда супер все классно, естественно, у нас есть проблемы, мы с ними работаем, но в целом, по моей оценке, мы выше среднего, по крайней мере, в текущих рынках, где мы работаем, с точки зрения качества организации труда. И мы дальше продолжим это развивать, решать те проблемы, которые сейчас есть. Мы продолжим вот этот крестовый поход против хаоса. Да? То есть, потому что хаос, по сути, он сжигает потенциал людей. То есть у тебя в любом случае есть конечно лимитированное количество ментального ресурса, который ты отдаешь работе. И когда в работе, в организации вокруг много хаоса, ты как бы платишь налог постоянно на то, чтобы работу делать. Получается, что ты только на какое-то меньше, чем 100% capacity своего мозга делаешь работу полезную, скажем так, а остальная работа идет на возможность сделать эту полезную работу. И она может быть даже wasted, да, потому что ты вынужден бороться с какими-то вещами, которые, может быть, напрямую и не контрибьютят в то, что ты систему разрабатываешь. Так вот, порядок, он позволяет минимизировать этот налог. И зачем бороться с хаосом? Для того, чтобы дать возможность людям с более высоким КПД использовать этот свой потенциал. А если взять, это такой, конечно, мысленный эксперимент, но если взять все компании мира, и если бы у нас был какой-то способ померить вот это количество вейста, которое возникает из-за суммарного хаоса в мире, я думаю, мы могли бы достаточно много вещей еще сделать, если бы этого не было. Вот, соответственно, вот этот порядок, он позволяет за то же количество времени, которое есть у всех, просто делать больше вещей, полезных людям вокруг. Если говорить про технологии и про инновации, чем ты гордишься больше всего, возможно, каким-то конкретным проектом или не знаю, достижением? С этой точки зрения, что есть в компании, либо, может быть, было, что вот ты прям можешь рассказывать незнакомым людям, что вот это сделали, вот такой у нас был проект, суперсложный, для тебя персонально, может быть. Есть ли такое вообще? Я рассматриваю как текущее состояние компании как главное достижение, которое можно назвать именно достижением. Это не конечная точка, естественно, но это такой движущаяся цель, скажем так. С точки зрения проектов или классных штук, которые мы когда-то сделали,
их много было на самом деле, и даже тут, я бы сказал так, в каждый момент во времени в развитии компании какая-то вещь, она была сложна и инновационна. Да? То есть вначале, когда это было там пару человек, условно говоря, и систему на CMS какую-то простую собрать, это был челлендж, да, и инновационная для компании деятельность. Сейчас мы там делаем машин learning модели с там флотом IoT девайсов, там работаем с финансовыми данными. То есть очень много вещей, и вся эта работа, она так или иначе контрибьютит, и в каждый момент времени есть какие-то проекты, которые, как и на уровне отдельного человека, когда ты делаешь какие-то вещи, которые ты раньше не делал, они по определению являются для тебя каким-то челленджем, и они тебя развивают, и они есть постоянно. Поэтому отдельные проекты я даже затрудняюсь. Окей. Хорошо. Есть ли у тебя какие-то метрики, которые тебе позволяют понимать, насколько компания как система перформит хорошо или плохо прямо сейчас, делает ли она это лучше? На что ты смотришь, на какие индикаторы? В первую очередь на пользу для клиентов. То есть, по сути... Как ты ее измеряешь? Очень простой индикатор. Не хватает людей для всей работы, которая продается, значит, есть потребность в работе, значит, работа делается хорошо с точки зрения оценки рынка. Естественно, есть много других факторов внутренних. Не скажу, что у нас супер развитая система внутренних каких-то метрик, понимания качества. Основной фактор — это внешний, то есть оценка, по сути, размер рынка. компании. Размер, я бы не сказал, что размер прям такая важная метрика. Она скорее коррелирует с успешностью компании, но она не первична. Да? То есть ты же не можешь стать лучше, просто набрав людей. Да? То есть это скорее в обратную сторону работает. Ты делаешь работу, ты делаешь ее хорошо, следовательно, эта работа востребована, следовательно, у тебя просят больше этой работы, тебе нужно больше людей, чтобы делать больше работы. В моей голове эта цепочка так работает, поэтому главный критерий — востребованность нашей работы. Если она нужна людям и бизнесам, значит, она приносит пользу, значит, она достаточно хорошо. Окей. Что прямо сейчас тебе не нравится больше всего в том, как работает компания, как она устроена, и то, что доставляет тебе дискомфорт? Архитектура, на мой взгляд, у нас правильная, поэтому нет такого, что надо что-то капитально переделать. Тут скорее... Рефакторинг не нужен пока. Пока нет. У нас нашей менеджмент-команды есть такая хорошая комбинация опыта работы в разных компаниях, которая закрывает разные масштабы работы. Да? То есть мы работали все в разного размера компаниях, и поэтому у нас есть такое коллективное представление примерное о том, что будет на каждом этапе, что позволяет нам готовиться к этому. А те вещи, которые не нравятся, я, во-первых, стараюсь как-то отделять эмоциональную интерпретацию. То есть есть вещи, которые происходят не так, как я хотел бы, но это не вызывает у меня фрустрации, типа, вот я так злюсь, что они не так происходят. Нет, это скорее вещи, что, опять же, как исправление дефекта. Надо это исправить. Это какие-то операционные штуки, допустим, сейчас мы с наймом разбираемся. То есть нужно ускорить найм, потому что это сейчас какая-то проблема. Или, например, с системами, допустим, у нас произошел какой-то фейл на проекте, нужно разобраться, окей, почему это произошло, что пофиксить, как это не повторять. Я могу сказать, что это все вещи, которые мне не нравятся, потому что если бы они мне нравились, я бы их и не исправлял, в общем-то. Поэтому операционные. Меня как раз эмоциональная реакция больше всего интересует. Не больше всего, но очень интересно. Есть ли что-то, что тебя триггерит эмоционально? Из последнего, может, вспомнишь какой-нибудь конкретный. В какой-то момент времени древнегреческие стоики научили меня эти вещи разделять. То есть это не значит, что я не испытываю эмоций. Конечно, испытываю, но я
стараюсь не примешивать их к анализу каких-то ситуаций и решений, потому что это непродуктивно. То есть, условно говоря, происходит какая-то ситуация, допустим, там эскалация какая-нибудь от клиента. Ну, конечно, я расстраиваюсь, да, но я понимаю, что непродуктивно пытаться в этом состоянии решать проблему. И эмоциональную часть нужно пережить, и, как правило, если ты не пытаешься что-то сделать и просто садишься, окей, сейчас я злюсь, я позлюсь некоторое время. Это проходит за минуту, наверное. Невозможно быть в состоянии сжигания ресурсов на эмоции долго. А потом ты возвращаешься к проблеме, и как бы эмоции, они уже где-то там. И ты уже рационально ее анализируешь. Поэтому, как следствие этого, и нет таких проблем, которые, знаешь, имеют какой-то долгосрочный эмоциональный налог на тебя. Самые худшие ситуации, ты просто идешь, спишь, и на утро у тебя нормально все, и ты обдумываешь, как решать проблему, а не то, насколько ты там фрустрирован. Окей. Хорошо, а есть ли какое-то решение в прошлом о том, как компания работает, как она будет устроена, о котором ты жалеешь или о котором тебе неприятно говорить, и ты бы сейчас сделал по-другому? Конкретное какое-то решение. Вот, опять же, как следствие вот этого разделения нет. Точнее так. За это время я, естественно, накопил всяких знаний. Да? То есть, если бы я эти решения делал заново, многие из них я бы сделал по-другому. Жалею ли я об этом? Ну, нет, потому что... А какой смысл? На прошлое повлиять нельзя. И, соответственно, нет никакого смысла пребывать в состоянии постоянного обдумывания. Блин, а как же так получилось? Это ж так грустно, надо было сделать и так, или вот так. Ты уже не сделаешь, все, ты в текущем моменте. И повлиять ты можешь только на будущее, да, с какой-то степенью ограниченности. Поэтому, опять же, имеет смысл просто один раз прожить негативную эмоцию, поместить ее в свою библиотеку эмоций, чтобы расширить кругозор, обдумать рационально, что надо было сделать по-другому, и в будущем, когда такие ситуации возникают, детектить их и применять эти знания. Если говорить про более конкретные вещи, наверное, самый такой существенный фактор того, что бы я делал по-другому, это ускорял бы сложные решения. Потому что много раз была такая проблема, когда решение вот прям сложное. Ну, допустим, одно из типичных, там, расстаться с человеком или не расстаться. У тебя есть какие-то индикаторы того, что вот что-то не так, и тут не так, но и положительные какие-то индикаторы есть. Или там с клиентом какие-то решения и так далее. И когда-то давно по неопытности я понял, что я где-то мог избегать таких решений, то есть где-то там откладывал их в какой-то долгий ящик, что-то, может, оно пропадет, это решение. Оно не пропадало, в конце концов его приходилось принимать, но я понимаю, что если бы я этот процесс сократил и, как говорится, bite the bullet сразу, то суммарно это могло бы дать очень такой положительный эффект. Потому что даже если бы они были ошибочные, эти решения, мы бы быстрее двигались. Поэтому вот это основная вещь, которую, вот, я бы сказал, так, скорректировал в будущем. Хорошо. Можешь ли ты каким-то образом описать, какой компания будет, скажем, через 5 лет или через 10? Может быть, изменится ее архитектура? Будет ли она такой же, как сейчас? Что ее будет драматично отличать от текущего состояния? Как самые такие черты? Архитектуры, наверное, нет. Ну, если только мы не поймем вдруг, что это все капитально неправильно, и нужно будет очень сильно все перестраивать. Я, естественно, не могу предсказывать будущее, я скорее могу говорить, что я хотел бы было. Да? То есть, и я бы очень хотел, чтобы способы работы, которые мы к тому времени сформируем, были полезны вне компании в том числе. То есть для меня очень таким классным индикатором того, что мы действительно полезны индустрии в том, чтобы формировать
правильный подход к работе, будет то, что наши подходы кто-то применит, в том числе кроме нас. Вот это такой существенный фактор в том, продвинемся мы в нашей цели или нет. Я очень надеюсь, что мы научимся объективно измерять качество нашей работы. То, чего не умеют особо вообще никто в индустрии. И поэтому процессы продажи сервисов строятся на таким сложном объяснении, почему там, ты лучше, там, другой человек хуже, и сравнивании часто яблоков с апельсинами. Как это будет происходить, когда мы научимся измерять? Как будет происходить продажа? Что мы покажем цифры? Скажем, что да? На цифрах можно будет сравнить, что одна компания лучше, чем другая? Да. Прикольно. Хорошо. В продаже все еще будет человеческий фактор, потому что нужно будет помогать клиентам воспользоваться сервисом, потому что он сложный. То есть точно так же, как ты не можешь прийти, просто дать кому-то денег и построить здание, тебе нужен определенный уровень экспертизы в том, чтобы провести тебя через этот процесс. Но при этом фактор выбора для клиентов компании, я думаю, упростится и позволит им жить проще. Потому что сейчас, не имея экспертизы и не имея каких-то объективных индустриальных метрик, как ты выбираешь? То, что тебе, тех, кто у тебя вызовет наибольшее доверие. Но скилл вызывания доверия и скилл делания хорошей работы — это разные скиллы. Не значит, что они противоположны. Кто-то и то делает, кто-то ни того не умеет делать. Вот, но далеко не всегда они полностью совпадают. Как связаны вот это влияние на индустрию? Ты говоришь, что одной из целей является понимание того, что кто-то еще применяет такие же подходы. Как связано вот это с размером компании? Нужно ли быть крупной компанией, чтобы влиять на конкурентов, на другие компании? Да, нужно быть достаточно крупным, чтобы иметь какое-то существенное, заметное влияние на индустрию. Сложно сказать, сколько это в процентах там от рынка должно быть, но абсолютно точно там с набором людей небольшим, там даже в сотни человек, даже если какую-то там гениальную вещь ты сделаешь, очень высокие шансы, что это просто пропадет и не будет замечено, поэтому да. Короче говоря, мы готовимся к росту и рассчитываем на него. Рост — это, да, в общем-то, неизбежный, я думаю, инструмент, с помощью которого нашу цель в том числе надо выполнять. Потому что без этого цель достаточно сложна, и поэтому нужно много талантливых людей, чтобы эту цель выполнить. Окей. Хорошо. И в завершении нашего разговора перед интервью мы попросили сотрудников компании задать тебе несколько вопросов. Вот я их сейчас транслирую, попрошу тебя ответить. Когда-то ты был сотрудником компании сам. С точки зрения восприятия отношений компании и сотрудник, изменилось ли что-то в тебе вот с тех пор? По-другому ли ты смотришь сейчас на то, как нужно выстраивать отношения с сотрудниками? Изменилось ли что-то по сравнению с тем, как ты думал об этом, вот, когда ты сам был сотрудником? Да, но оно изменилось в момент, когда я уже начал потом сам работать и интерпретировать те вещи, которые происходили со мной, когда я работал в компаниях. То есть, когда я работал там студентом в сервисных компаниях минских, со мной происходили вещи, но тогда-то у меня не было понимания, что должно быть по-другому. Я просто воспринимал их как то, что они должны были быть, особенно в первых компаниях, в которых работал. Ну и, например, в одной из компаний я пришел работать. Оказалось, что работу, судя по всему, никто особо там на меня не планировал. Там просто набрали студентов, и я делал совершенно не те вещи, которые приходил делать, и там общался с менеджерами, которые ставили мне задачи. И потом, уже спустя там какой-то период времени, я понял, что этим менеджерам-то и дела до меня особо не было. Они как-то вынуждены были придумывать мне задачи какие-то там из головы, которые не складывались вообще в какую-то систему. И я понял, что
работа, в общем-то, смысла большого не имеет. Она не складывается, что я сижу, просто провожу время. Собственно, тогда я ушел, потому что мне было скучно. Потом я уже понял, что это скучно было вызвано не только тем, что мне просто было скучно, а вот этим системным эффектом, что, например, никто не помог выстроить эту цепочку смысла. А зачем ты здесь сидишь? А что ты делаешь? А как это сложится и складывается в какой-то наш суммарный результат как компания? Я не думаю, что компания даже озабачилась вопросом того, какой вообще суммарный результат и смысл. И вот это то, что мы стремимся для людей на этот вопрос отвечать. То есть в работе должен быть смысл. Угу. Хорошо, на днях вышло продолжение «Матрицы», 4-я часть. Как ты относишься к концепции того, что весь наш мир — это симуляция? Думал ли ты об этом? Наверняка да. Немножко. Не то чтобы я сильно это обдумывал. Сейчас вспомню, к чему я пришел. Это не сильно повлияло на мою жизнь. То есть, даже если это и так, ну и что? Все равно жизнь мы проводим в таком... Не существует прошлого, не существует будущего. Это концепции в нашей голове. Да? То есть у нас есть какая-то концепция того, что было в прошлом, и зачастую даже не всегда совпадающая с реальностью. У нас есть какая-то концепция того, что будет в будущем. А живем мы вот тут вот, в моменте. И, соответственно, матрица, не матрица, как это влияет на вот этот момент. Все равно ты постоянно принимаешь какие-то решения, ты в нем находишься, планируешь как-то свое будущее, поэтому я бы сказал, что это irrelevant для меня. Нет особо смысла об этом долго думать, размышлять. Да, я не склонен сильно долго размышлять над вещами, которые нельзя в какой-то момент сконвертировать в какие-то действия. Да, то есть то, что ты сидишь, бесконечно обдумываешь, и у меня рано или поздно возникает такое желание, окей, вот, обдумал, все, хорошо, надо что-то начать делать. Да? То есть, а если оно не начинается, то ты такой, ладно, все, готов. Окей. Хорошо. И последний вопрос. У нас в компании есть карьерная модель для инженеров, и мы часто говорим нашим инженерам о том, что у нее очень мало ограничений, она технически позволяет любому сотруднику компании с любой скоростью дорасти до CTO и заменить тебя на этой позиции. Что нужно делать инженеру, чтобы это произошло? Что нужно делать на работе и вне работы? Какие книги читать, какой контент потреблять, где что смотреть, о чем думать, о чем не думать? И так далее. Вот 2 части: на работе и вне работы. Я определил бы это через критерии, которых нужно достичь, а рецепт достижения будет у каждого свой, потому что это очень индивидуально на структурирование жизни завязано. Очень важный критерий — системность мышления и обучения. То есть есть 2 подхода в том, как учиться. Их тоже можно комбинировать, конечно же. Один — это взгляды таких. Да? Один взгляд — это все нужно заранее изучить максимально полно и потом идти применять эти знания. Второй взгляд состоит в том, что надо просто начать делать вещи, и то, что у тебя будет всплывать, проблемы, ты их решаешь, изучаешь и тем самым обучаешься. Я, естественно, не нахожусь в одной из этих крайностей, но я более склонен к системности обучения. То есть это значит, что если обучаться только на том, с чем ты сталкиваешься, то ты никогда не знаешь, а что вообще есть вокруг. А значит, ты ограничиваешь свою способность создавать инновационные решения, потому что инновационные решения по определению своему инновационные. Ты их еще не видел. Тебе нужно какое-то пространство, из которого ты будешь пытаться эти решения комбинировать. И поэтому я сторонник подхода такого к обучению, когда ты, делаешь вещи, они у тебя
ну, как нейроны в мозгу какие-то возникают, такие части этого графа. Да, то есть, но тебе очень важно этот граф связать воедино. Потому что если ты его не свяжешь, у тебя будет бессистемный набор какой-то знаний, и тебе будет очень сложно делать выводы о сложных системах, например, каких-то, придумывать новые вещи, которых ты не видел ранее. Поэтому важно заполнять все вот эти дырки, чтобы у тебя был, понятно, не супер детальное, но системный взгляд на область знаний, которую ты хочешь процессить и в которой ты хочешь работать. Как его получить? Ну, это тут уже у каждого свое. Там, книги читать, там, лекции смотреть и так далее. Для меня самый эффективный способ — это находить самую такую фундаментальную литературу, из которой создалась область знаний, и целиком ее изучать. Тогда у тебя возникает в голове такой типа индекс того, что вообще бывает, и потом ты этот индекс применяешь. Короче, системность мышления и системность обучения — это супер важный фактор. Принять людей — это критично. Это как раз про вопросы там, эмоций относительно того, что люди не делают так, как твоя модель в голове предполагает, они должны делать. Это надо принять, научиться с этим работать и взять на себя ответственность за групповой результат. И начинать брать на себя эту ответственность можно еще в командах. То есть сначала ты делаешь только свои вещи, дальше ты, например, начинаешь как лид-инженер работать с группой людей. И что значит работать с группой людей? Это не значит, что ты часть этой группы и ты просто делаешь свой кусочек работы. Это значит, что ты отвечаешь за всю группу, ну, если ты руководишь этой группой. И вот это такой серьезный шифт, это способность принять. Да, я отвечаю за групповой результат, даже принимая во внимание тот факт, что я не контролирую все процессы вокруг. Вот это, наверное, ключевые факторы. То есть системность мышления, работа с людьми и ответственность за групповой результат. И эти факторы нужно развивать, вот как connecting the dots мы говорили, то есть нужно брать то, что у тебя есть, и искать постоянно способы применить это в day-to-day работе, которую ты делаешь. Супер, круто. На этом все. Спасибо большое. Я думаю, это будет интересно не только людям, которые находятся вне компании, но и нашим сотрудникам. Спасибо тебе и людям за вопросы.